Друзья, приветствую вас! Дневной обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынке, какие события происходят и какие предполагаются движения по нефти, золоту, доллару, рублю и другим активам. Но у нас помимо локдаунов, ковидов появилась новая интересная тема, точнее даже две темы. Первая тема — это Суэцкий канал, пробка, которая там была неделю. И вторая тема — это банкротство южнокорейского фонда Арчегаса. На самом деле ни одно, ни другое событие оно не закончено. Да, по Суэцкому каналу пошли суда, и сейчас вроде как более или менее банки разгребли ситуацию, связанную с маржин-коллами Арчегаса. Но на самом деле это оба события, которые они являются звеньями одной цепи. Конечно, между ними нет, я надеюсь, прямой связи, какого-то взаимодействия. Тем не менее, и то, и другое событие, оно следствие той ситуации, которая накопилась и в мире, и в экономике, и на финансовых, на фондовых рынках. Что касается Суэцкого канала, так же как и то, что касается Арчегаса, здесь ситуация подобна брошенным камням. Камни вроде упали в море, но круги начали расходиться и идут, и идут. Также и здесь. Те последствия долгосрочные, которые вызваны этими двумя событиями, они будут раскатываться подобно волнам отброшенного булыжника. И, возможно, в ближайшее время они приведут к каким-то негативным последствиям. То, что касается Суэцкого канала, там сейчас назревает целая лавина исков, все против всех. И, соответственно, наверное, ситуация эта определенным образом негативным повлияет на мировую экономику. И второй момент, который связан с Арчегасом. Дело в том, что цепочку запустили различных неплатежей, сбоев в финансовом секторе мировом. И, соответственно, то есть это событие, оно может иметь очень сильный отложенный эффект. Так же, как то, что связано с Суэцким каналом. Но то, что связано с Суэцким каналом, здесь видится проблема у страховых компаний, моментально должны возникнуть. А то, что связано с Арчегасом, здесь, я так думаю, по цепочке это вызовет проблемы у различных банков и других хедж-фондов. На то есть причины. То, что касается текущей ситуации с ковидом, с новыми заболеваниями, есть небольшая просадка по новым выявленным случаям. Однако я пока бы на это не обращал внимания. Только в том случае, если пойдет слом вот этой тенденции образовавшейся, можно говорить о том, что вся вот эта волна, которая пошла весной, она прекратилась. Здесь напрягает ситуация, которая в Соединенных Штатах сформировалась. Здесь пошел небольшой рост. Ну и, соответственно, континентальная Европа тоже находится под давлением. Франция и Германия. Китай сегодня отторговался в плюс. И вот эта формация, которая возникла за последние дни, она указывает на то, что достаточно высока вероятность, что это движение наверх продолжится и будет пробитие 5162. Если такое произойдет, это придаст второе дыхание мировым финансовым фондовым рынкам. Здесь надо четко понимать, что ситуация в любой момент может развернуться, какой рост мы бы сейчас не наблюдали. Далее Baltic Dry, несмотря на возникновение кризиса Суэцкого, связанного с тем, что простаивал канал, роста по Baltic Dry не произошло. Это достаточно позитивный момент с моей точки зрения. И сейчас, я полагаю, наиболее вероятный сценарий — это уход на 2000. Ему сейчас надо немножко остыть и просесть. Если этого не произойдет, то это может негативно повлиять на текущий экономический рост, восстановление, потому что стоимость морского фрахта, она напрямую оказывает влияние на инфляцию издержек. Далее десятилетний американский трежер. Здесь идет рост. По сути, сейчас весьма вероятно возникает пробитие вот этого уровня 1,1757. Здесь, конечно, это не очень позитивно для рынков, такое движение в облигационных доходностях. Но на что хотел обратить внимание. Сейчас завершается первый квартал, и в начале апреля здесь должен произойти коррекционный откат. Если такого не произойдет, то действительно вся эта ситуация свидетельствует о том, что достаточно негативные тенденции на
мировом долговом рынке и потом фондовом, они начинают развиваться и в ближайшее время дадут о себе знать. Поэтому, что касается Treasuries, наступает 1 апреля, 2 апреля. Ждем, что здесь будет разворот и коррекционный откат на 1,4. Если этого не происходит, то, в общем-то, можно ожидать дальнейших американских горок и, возможно, существенной просадки на фондовом рынке. Итак, друзья, VIX, дневной таймфрейм. Здесь у нас вот эта попытка на пробой, она не удалась. И движение в бескризисное пространство. В вечернем видео я объяснял, почему это произошло. С моей точки зрения, как раз вот банкротство хедж-фонда корейского, он напрямую связано с вот этой ситуацией. Видимо, у него были ставки, которые так или иначе связаны с VIX. Это может быть не обязательно опционы или фьючерсные контракты на VIX. То есть там может быть какие-то хитрые схемы были через SFD там и так далее. Вот. Но тем не менее, то, что волатильность проседала, я так полагаю, это привело к тому, что фонд накренился и лопнул. Но по ВИКСу я вижу движение только наверх, хотя бы на 25, 28,7, вот сюда, вот к этим значениям. Опять же, если все-таки отсюда пойдет движение вниз, и мы получим пробой 18,5, если я не прав в этом вопросе, и получится движение, цель которого будет 17,5 и 15, я думаю, это продолжится ненадолго, потому что это, скорее всего, будет опять же высадка пассажиров, которые здесь набирают позиции или у которых должны сработать стопы. И, соответственно, потом будет возврат и более крутое движение. Но здесь вся логика самого ВИКСа, она указывает на то, что после набора позиций идет движение наверх. Здесь, судя по всему, набрали очень хорошо. И поэтому отсюда было бы вполне логично, потестить хотя бы 41, а то и сходить покруче. Так, друзья, далее вот биткоин просили рассматривать на постоянной основе. Давайте кратенько на криптовалюте, не будем заостряться. Здесь, по сути, весьма вероятно идет движение с целью переписать вот этот хай 61,7, который недавно был достигнут. Критерий того, что это движение не состоится, это коррекционный откат и пробитие 53,5. Так, далее DXY. Здесь сработал сценарий, точнее он в процессе развертывания, это движение на 94. Судя по скорости, как это происходит, весьма вероятно на этой неделе мы получим 94 по индексу доллара. Критерий отмены этого движения – откат и пробитие 92,5. Но с моей точки зрения, пока такой сценарий маловероятен. Так, друзья, далее американский индекс S&P 500, дневной таймфрейм. Вчера обозначилось движение, цель которого будет сходить вот сюда к нижней границе. Соответственно, переходя на часовой таймфрейм, это движение вниз, для того, чтобы реализовалось, нужно пробитие 3960. Если такого пробития не происходит, то мы находимся в консолидации и в зависимости от закрытия текущего часа, сейчас 12:38 по Москве, по часовику напрашивается движение, цель которого будет 3978. Но в том случае, если все-таки будет более сильный задерг вниз и пробой 3960, то вот это наметившееся движение в рамках консолидации и захода на 3980-3978, оно не состоится. Итак, резюмируя по S&P, локально здесь должна быть фаза движения наверх, но по дневочкам он смотрит на хороший коррекционный откат. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Здесь у нас сегодня небольшая заминочка. Сейчас попытка скорректироваться, откатиться, не достигать вот этого значения 66.25. На самом деле, если здесь не будет коррекционного отката с пробитием 62,7, то я думаю, большая вероятность того, что мы сегодня-завтра пойдем выше этого значения и попытаемся закрепиться. В идеале здесь цель движения находится вот здесь вот на 68,7. Исходя из дневного графика, дневного таймфрейма, здесь идет движение наверх. И, соответственно, если не будет пробития ключевых уровней, то мы увидим повторный задерг в район 68,7-69. Так, далее часовик. Часовик, конечно, менее оптимистичен.
Но в часовике есть, в общем-то, достаточно хорошая и сильная идея, с моей точки зрения. Это удержание уровня 64. Если этот уровень будет удержан, не будет пробит, у нас здесь все готово для того, чтобы попытаться прямо вот сейчас от этого значения сходить на 65,4, пробить и пойти выше. В том случае, если будет откат и пробитие 64, то здесь, конечно, в этой ситуации разовьется более серьезное движение вниз. Сейчас вот то, что касается ближайшего часа-двух, если не будет движения на 64,2, 64,3 вниз, то вот эта формация, она указывает на то, что отсюда пойдет движение с целью потестить 65,4, 65,5. Вот это значение, диапазончик, и в случае пробития полетим наверх. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Ну, здесь ситуация, она с одной стороны перекликается с сотами SFTC, с другой стороны, как бы еще раз подтверждает такую закономерность, когда растет индекс доллара, золото начинает проседать. Вот пробили 1700, ну и сейчас вот у нас есть этот диапазончик, который 1684-1688. Соответственно, вот эта зона, она скорее всего либо остановит это движение, либо если она будет пробита, то отсюда весьма вероятно будет пробитый 1673 и разовьется движение, цель которого уже будет 1613, вот этот уровень. Так, но переходя на часовик, по часовику у нас здесь в чистом виде разворот. Разворот и цель коррекционного отскока, которая здесь накопилась, ну как минимум движение на 1703-1705. Ну лучше опираться на 1703. На 1705 может не дойти. Соответственно, эта коротенькая идея, она не сработает, если все-таки здесь формируется дальнейшее движение вниз и возникает пробой 1691. Вот пробой 1691 ломает все накопления, которые произведены вот в этом диапазоне. Друзья, далее серебро, дневной таймфрейм. По серебру отскоки не произошли, но здесь виной этой ситуации движение в долларе. Драгоценные металлы, они имеют обыкновение ходить в обратной корреляции с индексом доллара. Если растет индекс доллара, то золото, серебро, оно обычно проседает в большинстве случаев. Если рассматривать ситуацию локально, сегодня, завтра, вот 1-2 дня, то у нас есть сильная поддержка, это 24,5, 24,3. Если эта поддержка не пробивается, если она устоит, то у нас отсюда сформируется коррекционный отскок. Цель этого отскока будет движение на 25,2, 25,15. Переходя на часовой таймфрейм, сейчас возьмем часовик, потому что на текущий момент, с моей точки зрения, он более показателен, нежели 4-часовик. Хотя обычно все-таки для серебра, с моей точки зрения, в наибольшей степени его описывает именно 4-часовой таймфрейм. Сейчас немножко другая ситуация. Итак, по часовику у нас цель движения находится на 24,9. Соответственно, для того, чтобы вот это движение сюда состоялось, надо, чтобы на протяжении нескольких часов не было движения вниз и пробоя 24,35, 24,4. То есть, если мы вот этот диапазон удерживаем, отсюда пойдет импульс, цель которого сходить на 24,9, 25. Какой здесь есть риск того, что эта идея не сработает? Это, конечно же, движение в долларе. Если индекс доллара будет продолжать двигаться наверх безоткатно, то никаких отскоков ни в серебре, ни в золоте, скорее всего, не произойдет. Так, друзья, далее евро-доллар, недельный таймфрейм давайте возьмем. Здесь у нас никак не получается развернуться. Ну и весьма вероятно, что в ближайшее время будет достигнуто 1,17. Переходя на дневной таймфрейм, на что хотел обратить внимание, есть здесь сильный уровень 1,1675. От этого уровня, если движение вниз развивается, весьма вероятно будет коррекционный отскок на 1,1790. Переходя на 4-часовик, сейчас 12:49 по Москве, здесь возникает попытка разворота. На самом деле вот эта попытка разворота, ну пока не до конца ясно, она завершится успехом или нет.
Потому что для того, чтобы при таком движении уверенно пошел разворот, надо хотя бы 1.17 или 1,1675 лучше отработать. Вот. Тем не менее, сейчас пытается развернуться. Но и переходя на часовик, здесь сейчас вот идет накопление. Это накопление, оно приведет к коррекционному отскоку, если на протяжении нескольких часов не будет пробития 1,1725. Вот. Но опять же, здесь явного сигнала на отскок пока нету. Но если еще 3-4 часа вот здесь поболтается и не пробьет указанные значения, то весьма вероятно отсюда случится отскок, ну хотя бы на 1,1770. Если пробой происходит, то здесь уже лучше тогда ловить на 16.75, ну или на 1,17. Я думаю, если вот сейчас не будет разворота, более вероятно движение на 1,1675. То есть он, возможно, на 1,17 остановится, но будет задерг на 16.75. Так, друзья, далее наша сакральная штука, это рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. У нас сегодня идет рост доллара против рубля, но вы видели, что происходит с индексом доллара. Здесь ну, ни о каких санкциях даже можно не говорить, здесь просто элементарно рост доллара против всех валют. Вот. Соответственно, на текущий момент вот этот импульс, который здесь сформировался, у него цель движения, тестирования 76,2. Переходя на часовой таймфрейм, исходя из часового таймфрейма, сейчас 12:52 по Москве, у нас ближайшая цель движения находится, ну, 76, понятно, и потом 76,22. Вот сюда вот сходить на это значение. То есть для того, чтобы вот этот цикл движения состоялся, мы должны прийти сначала на 76, здесь какое-то время побыть, поторговаться, либо сразу прийти на объеме и продолжить движение. Цель этого движения будет 76, 23, 76, 22, вот сюда вот. Это движение не произойдет, если в течение 1-2 часов состоится коррекционный откат и пробитие значения 75,65. В этой ситуации наиболее вероятно уходит рубль-доллар консолидироваться в этом диапазоне. Вот. Но мне видится, сейчас движение до 76, скорее всего, продолжится. Вот. И потом, возможно, будет финальная стадия движения на 76,2. В текущих условиях при такой нефти я пока не думаю, что разовьется какое-то глобальное ослабление рубля. Здесь в большей степени ситуация, по крайней мере сегодня-завтра, она на движение в диапазоне. Так, друзья, далее евро-рубль, Tomorrow дневной таймфрейм. Но вот видите, уровень 88,8 сработал, от него отбились. Сейчас в евро-рубле идет импульс движения, который по дневному таймфрейму первая цель 89,6. Ну и потом тестирование 90,4-95. Здесь по аналогии долларом сейчас наиболее вероятный сценарий это движение на 89,5. Если здесь закрепляется, то отсюда следующий импульс, цель которого тестировать 94-95, вот это значение. Этот сценарий не сработает, если возникает сейчас коррекционный откат и пробитие 88,65. В этой ситуации развивается движение, цель которого 87,75. Я думаю, такой сценарий в текущих обстоятельствах маловероятен, он возможен, если будет пробой. Но отсюда более вероятно движение сначала 89,5 и после закрепления штурм 94-95. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, дневной таймфрейм. Ну, здесь у нас разворотная формация по дневкам возникла, удар, усиленный уровень 145-145-500. И сейчас здесь намечается коррекционный откат, цель которого опять же 139-500, вот сюда вот. По часовику у нас развилось движение вниз. Здесь первая точка, где может быть разворот 143-500. Если ее на объеме пробиваем, следующая цель движения 142-400 и потом движение на 140-500. Вот 140-500 скорее всего послужит уровнем, на котором в случае пробоя вот этих двух уровней будет консолидация и попытка отскока. Соответственно, вот эта вот большая консолидация, огромная на дневках, она сохраняется, если не будет пробития 139-500, 139-200, вот этого диапазона. Вот. Пока здесь движение вниз, но я думаю, где-то, ну, наверное, вот здесь будет очень сильная попытка его затормозить и отскочить.
Так, друзья, далее Сбербанк. Но смотрите, Сбербанк, дневной таймфрейм. Немножко мы не добили 296, совсем чуть-чуть, там буквально капельку. Сколько там, 0,3. Вот, но здесь, я думаю, тяга наверх у Сбербанка, она продолжится. Что здесь для нас важно? Для нас здесь важно, чтобы не было пробития 284, 282, в том случае, если отсюда пойдет коррекционный откат. Если такого не происходит, все эти откаты будут выкупаться, и мы здесь с вами явно видим, что его тянут на пробой 296. Соответственно, этот пробой в случае закрепления приведет к движению на 300 и потом 320. Вот. Но здесь на текущий момент все-таки было бы логично, чтобы пробой прям так сразу не произошел. И, соответственно, отсюда напрашивается коррекционный откат на 288,5. Первая цель. И вторая цель — это диапазон, если эта цель не устоит, 282-284. Вот пробой 282, да, инициирует здесь сильный откат, цель которого будет уже слом вот этого роста и попытка консолидироваться вот в этом диапазоне. Сверху коричневая, снизу синяя. Так, друзья, далее Норильский никель, ГМК, вопросов масса. Все пишут, ситуация 50 на 50. Непонятно, то ли он будет падать, то ли он будет расти. Я могу сказать так, что вот это все движение, которое здесь произошло на текущий момент, вот если не будет повторного отката с пробоем 22 тысячи, 22 100, то здесь однозначно наверх. Первая цель движения — это 24 400. И если здесь пробивает это значение, пойдет он опять брать 27 тысяч. Ну, я понимаю, что здесь у каждого свое видение. Вот мое видение, оно такое, что если этот диапазон мы в ближайшее время не прошиваем, если не начинает рушиться мировой фондовый рынок от очередного стопорения Суэцкого канала или там какого-нибудь хедж-фонда 20-ярдового, то здесь есть все основания вот этот отскок уже повторить в ближайшее время. Опять же, обращаю внимание, для того, чтобы произошел этот отскок, нужно закрепление на 24 тысячи и нужно, чтобы не было повторного пробития вот этого значения 22 200, 21 800. Да, здесь, в общем-то, есть определенный нюанс при пробитии вот этого диапазона, он должен идти вниз, на 18 300 хотя бы. Но вот здесь были очень крупные покупки, затаривания. И я думаю, что это в значительной мере изменило ситуацию. Его сейчас попытаются здесь как-то удержать и натянуть наверх. Ну, хотя бы вот сюда первый шаг, потом, возможно, повыше. Так, друзья, вот по нему на часовике очень интересная ситуация, очень интересная. Потому что сейчас, вот если будет удержание, не произойдет пробитие 22 700, 22 750, то мы отсюда отскакиваем, и у нас он полетит уже сегодня. Цель будет тестирование и пробой 23 500. Если здесь возникает пробой, то он попытается вот здесь отбиться, но скорее всего это движение приведет к более глубокой просадке и хотя бы краткосрочному задергу на 21 800. Друзья, далее Газпром, дневной таймфрейм. Но смотрите, на самом деле здесь ситуация складывается следующим образом. Если смотреть на дневке, то удержание диапазона 225-220 все равно будет приводить к тому, что его будут выталкивать наверх. Но если здесь возникает пробой повторный 220, то уже высока вероятность, что вообще в принципе весь растущий тренд будет сломан и пойдет движение на 214, потом на 208,5. Так, ну и вот у нас часовик. Часовик у нас очень интересный, потому что здесь фактически сейчас может произойти разворот. Разворот будет в том случае, если не возникнет пробитие 225,5, 226. Если этот диапазон устоит, то мы отсюда отскакиваем, и цель движения будет потестить и пробить 230. Если этот диапазончик у нас пробивается, то следующая точка остановки 220. Друзья, все, основные инструменты. Спасибо за внимание, удачных торгов.